человечество уже 10 тысяч лет ходит по морю, так, по крайней мере, подтверждают какие-то археологические артефакты. 10 тысяч лет выпало, это же как бы так очень давно у нас и Римская империя уже там закончилась, да, и египтяне и прочее. Все это время человечество на самом деле реально ходило по морю. Поэтому я думаю, что море там всегда влекло людей. На море у человека нет ограничений. На море человек видит там горизонт, такую линию, из-за которой там человеку естественным образом совершенно хочется заглянуть. Что дает море? Ну, море в смысле именно парус, то ощущение открытия точно совершенно возникает. Как ни крути, волей-неволей, там, когда идешь, особенно планируешь какое-нибудь движение, какое-то плавание, какой-то там поход, но ты как бы, особенно первый раз, если приходишь в какую-то страну, в какое-то место, в какой-то город, ты, естественно, к этому готовишься, начинаешь читать какие-то книжки, там, смотреть какую-то информацию в интернете, собирать. Вот это ощущение открытия, по-моему, самое ценное, что есть. На море, конечно же, это реально, кстати, психологическая проблема, это вот нахождение на ограниченном каком-то пространстве какого-то достаточно большого количества людей. Неважно даже сколько, даже, кстати, там парочка, если ты идешь, к примеру, на яхте, волей-неволей ты этой парой, ты все время соприкасаешься до такой степени, что нарушаешь вот это личное приватное пространство, которое есть вокруг каждого человека. Ты вырабатываешь некий навык сохранения, во-первых, самого себя. То есть, как бы, ну, чтобы это тебя меньше раздражало, это определенная как бы, там, работа над собой. Чтобы сохранить, все равно у моряка есть всегда задача. Моряки фаталисты, ну, такие положительные фаталисты, потому что, ну, как, что переживать, что сегодня плохая погода, или что переживать, что, не знаю, ветер дует не в ту сторону. Все равно из пункта А в пункт Б ты придешь. Ну, как бы ты не можешь не прийти. Твоя задача, собственно говоря, моряка, вот прийти куда-то вот в пункт назначения. Ты как бы научаешься, помни вот эту задачу, что тебе нужно прийти в пункт Б. Одна из подзадач, которые ты приходится решать, ну, помимо навигации, там, настройки парусов, там, несения вахты или еще чего-то, ты должен сохранить работоспособность этого коллектива, который называется экипаж. Ты должен научиться с ними как бы коммуницироваться, но должен понимать, что они все разные люди, они по-другому там думают, они по-другому, они любят другую еду, да, в конце концов, они любят другую музыку, скорее всего, да, читают там разные книжки, у нас у каждого. Все мы разные. И в этом смысле, ну, в общем, моряк это такой, скорее всего, очень толерантный человек, истинный моряк настоящий. Потому что он может терпеть вокруг себя, научается терпеть вокруг себя разных людей. На кораблях, как правило, очень простые и понятные правила жизни. Очень простые законы. Их очень легко выполнять, потому что они написаны и придуманы очень разумными людьми, делающими очень серьезную работу, в отличие от береговой жизни, в отличие от жизни общества, что называется, на материках и континентах. Здесь важен каждый. Даже уборщица, там, матрос-уборщица какая-нибудь, там она важна, потому что если она плохо убирает, или там плохой круг, плохо кормит людей, соответственно, у людей от этого падает настроение, и, соответственно, начинается какая-то зона конфликтов, там, и прочее, да. Поэтому важен каждый, не только капитан, да, который должен быть, соответствовать этому высокому званию, но даже самый последний член экипажа. На корабле ты проснулся уже на работе. Тебя кормят 4 раза в день, там, за тобой стирают, убирают и прочее. То есть от тебя требуется только профессиональная самореализация. И это очень комфортно, это очень затягивает. Я знаю, что вот многие моряки, которые, скажем, там, уезжают в отпуск, не отпуск, там, может быть, полгода, а он месяц от силы 2 еле-еле высиживает и просится снова на работу, просится снова в море. Человек находит себе какую-то нишу, да, жизненную нишу, в которой он себя чувствует очень комфортно и, соответственно, все посвящает свою жизнь этому. Как правило, вот если моряк проходил там 10-20 лет в море, это уже все, это уже человек совершенно потерянный для земли. Очень сложно возвращаться на землю. У нас на Седове был совершенно замечательный дядька, волевой. Он почти 40 лет прослужил на Седове. Был уникальный дед, который знал во всех портах. Такой маленький, кряжестый, бородатый, косматый такой дед. Вот, очень рукодельный,
потрясающе вязал из веревок, что называется, все, что можно связать. Почему его так и звали дед на корабле. И, к сожалению, так получилось, что со временем стало подводить здоровье. И где-то, по-моему, было 68 лет, когда новый капитан, пришедший на седло перед кругосветкой, просто списал где-то на берег, то есть отправил на пенсию. Константинович прожил после этого всего полгода. Быстро развился какой-то, видно, спящий рак. Вот, и он сгорел просто как фитилек, что называется, в старой лампе. Я думаю, что если бы он остался на судне, он бы еще пожил. I think hard to answer if you never have done it, have experienced it. I can try to explain the feeling you get when you are out of the ocean, for example, in the middle of nowhere with only sea, stars at night and the horizon and nothing else except the ship and people that are on the ship maybe, but it's special. But how to explain it, I don't know. You feel so small and so big at the same time. I don't know, it's a very strange feeling for me, but I like it. At the ship, you're basically in charge, and at that point you're pretty big. As a person, you are in control of basically everything that's happened on this small piece of floating ship in the middle of the very big ocean. And if you look outside and you see only water and horizon, and you imagine where the nearest land can be, and that's probably underneath you, but still about 5 to 6 kilometers away, and that's the closest land, and all the other countries that are maybe, I don't know, weeks away, then you feel very small there. And of course the trees are growing there, and in the summer they are green, and in the winter maybe they are brown, or well, depends on what kind of trees, of course, but and that's changing, but only over the year. And at sea it can change in an hour. You don't do it for the money, you don't do it for somebody else, you only do it because you like it. That's the main reason, at least for me. And if I don't like it anymore, I should find another job. If you got a job ashore in an office, then maybe your work is not that interesting, but you get good money. You at home every night, you got your weekends, you got your holidays, you can, well, you have your fun there, and I have my fun in my work. When you're on a cargo ship, for example, with a big fat engine, and you want from A to B, most of the time you just go from A in a straight line to B. With a sailing ship, from time to time that's not possible, because the wind is coming from that direction, and then you have to find another solution, or there is too much wind, or there's an extra challenge. And I like that. Playing with these elements.